Can keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back on the shelf. Guess my little baby girl isn't me. Am I coming out of left field? Какие картины многообещающие. Сразу в самую маковку заходим. Почему здесь все стены разного цвета? Чем руководствовался человек, который херачил? То есть он, я себе даже представляю эту картину. То есть он такой, значит, рисует, сидит, да, одну стену отрендерил, что-то пустовато. Бах, и стену эту, вот все не перестало быть пустовато. И вот смотрим, да, стену. Вот она, значит, серо-зеленая. Дальше на эту стену смотрим, супер пестрая. На эту стену смотрим, она золотая. На эту стену смотрим, она опять пестрая, еще половина бетона. Пойдем в ванну. Вот кто так вешает смесители? Первое, он стоит посередине. А ну прыгай туда. Вот представь, Аленка, моешь ты стоишь, да? Тебя вот так вот душ поливает, а сзади вот так прилипает к тебе вот эта мокрая торочка. Нравится? Нет. Не просто так люди устанавливают вот смеситель вот по этой стене, чтобы у тебя была возможность подойти и отойти от него. И нормально, то есть у тебя не прилипала сзади никакая шторка. А еще косячок какой-то. Вот сюда набрызгала водичкой. И куда вся эта водичка пойдет? Вниз. Нужно вот эту ванну подвинуть к этому краю. Не к тому краю, а вот к этому краю. Почему сюда? Потому что там будет окно. Я вообще не сторонник обсирать вот что-то просто так. Я готов вот обсирать то, что можно прямо сейчас исправить. Вот в текущем шоуруме, в принципе, все нормально. Но если это рассматривать как квартиры, которые будут дальше строить, ну легко же можно какие-то мелочи поправить, чтобы потом в других квартирах этого не было. Легко же можно перевесить лейку, да, это же вообще нисколько затрат нет. Повесить здесь или здесь. Затрат ноль, зато сколько удобства. Поэтому сейчас мы будем искать все эти косяки. Кто видел рекламу у Дудя вот с этим вот окошком, ставьте лайк. Вот это вот на самом деле это не зеркало. Здесь в реальных квартирах здесь будет окно. Ну вот прям окно. Представьте, вы в ванной сидите такие, все в окно смотрите. И есть одна проблема. Как бы если поставили окно, кто его будет обогревать? Будет холодно же просто. Вот этот малюсенький полотенцесушитель, он с этим не справится. Во-первых, он маленький, у него теплоотдача супер маленькая. Во-вторых, он всегда завешен полотенцами. Все, кто смотрит меня давно, уже знают, что есть большие, высокие, трубчатые радиаторы. Его можно использовать как полотенцесушитель. Там на него крепятся такие пипочки. Пипулечки. И все, на него просто вешаются полотенца. Сам по себе работает как радиатор. Здесь в помещении будет тепло, но надо просто добавить. Самая главная радость вот здесь, да? Это есть некоторые строители на ютубе, которые любители вот этого уголка. На самом деле уголка вот этого не будет вообще во всех квартирах. Я уже спросил про него. Этот уголок только здесь в шоуруме, чтобы люди не обтирали, а так уголка в квартирах не будет. Дальше смотрим, как разложен здесь ламинат. Некоторые колхозники-строители, они как бы не обращают внимания, как раскладывать ламинат. Из окна будет свет вот так вот падать, и контровой свет, вот как раз там, где камера стоит, контровой свет будет показывать вот эти вот все шпалы. Раскладывать ламинат, паркет, ну любую доску нужно перпендикулярно окну. Вот, то есть у нас окно, и от него должно перпендикулярно идти. Так мы не будем видеть вот этих вот шпал. И второе. Супер профессионалы, строители, у них почему-то считается высшим пилотажем вот это вот сделать вот эту вот ровную линию стыков ламината. Видно вот такие вот шпалы и рельсы. То есть нужно всего лишь выложить ламинат вдоль и выложить его хаотичной раскладкой. И все, вот все проблемы закончились. Вот здесь вот это хорошо видно. Узкий проход здесь, да, и ламинат уложен шпалами. В этом месте они потом начнут взбухать. Но это нормально, это ламинат, он постоянно взбухает. Вот он здесь взбухнет и начнет вываливаться, потому что это узкие шпалы. А если бы длинные были, то ничего бы не вывалилось. Сейчас парочка советов для всех кухонщиков, колхозников. Ну, на самом деле практически все российские производители кухонь, они колхозники. Они вот просто не понимают, что происходит вообще.
Чем отличается немецкая кухня от российской? Я, помните, уже вам целое видео писал. Вот здесь будет видео это. Во-первых, это ручки, помните, да? Ну вот так для тоненьких пальчиков ни хрена не удобно. Да и она же сама по себе колхозная. Ты взгляни на нее, на эту ручку. А вот этот вот свес. Все немецкие кухни, они делают свес за подлицо. Вот в такой ситуации, как сейчас, столешница выглядит как какой-то гриб, ну вот как шляпка гриба. Если бы столешница была вровень с фасадами, это была бы единая конструкция, один такой большой остров, единый. Кухонщики вот эти российские, они постоянно используют высоту цоколя, там 12-15 сантиметров. Выглядит это всегда очень плохо. Немецкие кухни, они либо вообще фасады прям до пола, либо 6 сантиметров. То есть на самом деле, чтобы сделать не колхозную кухню, надо всего лишь чуть-чуть поменять размеры. Это не страшно. Многие скажут, хотим вот здесь вот к раковине близко подойти, чтобы ноги туда уперлись. Вообще вопросов нет, проблем нет, подходите. Но нам не нужна такая здоровая высота. Вот, ну посмотри, ну какую надо ногу иметь, чтобы сюда вот запихать лапу-то какую-то на это. Что за Симбернард такой? Еще проблема есть с этими фасадами. Здесь видно белую полосу. Видно ее, потому что у нас фасады односторонние, только с одной стороны покрашены, а с другой стороны они белые. Все бы было нормально, если бы не было вот этой вот фаски. То есть это же легко исправить в следующей кухне. Я сейчас не претендую вообще, то есть я сейчас не говорю, что кухня говно. Она вполне себе нормальная, но при следующем производстве легко вот это можно поменять фасад на другой, да, там, и не будет вот этих всех проблем. Кстати, некоторые могут сказать, что столешницу нельзя делать вровень с фасадами, тогда будут фасады заливаться. Это же во многих кухнях так, для чего они так делают? А это стандартная тема, чтобы водичка, вот она когда скапывает, она типа скапывала вот туда. Ну что, проведем эксперимент, как работает эта штука, чтобы у нас не заляпались фасады. Подходит у нас, значит, хозяйка с мухой и проливает борщ. Не лезет что-то. И по фасаду пошла. Все точно так же летит по фасаду, ничего не скапывает вниз. Ну ладно, что, погнали тогда в детскую. Давай, да. Вот сейчас покажу вам детскую. Очень часто люди стараются сделать детскую, такую типа яркую какую-то, красивую, такую вот. Ну вот ты себе покрась желтым цветом в спальне стены и живи там вот так вот с желтым цветом. Ну Тоже это же бывает. детская. Тебе Детская. в детстве хватало много ярких? Это самая главная проблема. Все думают, что надо в детской накрасить вот все стены, ты посмотри на них, вот она желтая, вот она желтая. Обычно как ребенка спрашивают. Тут ему показывают бледную картинку и яркую картинку. Он, тебе какая больше нравится? Он, конечно, выбирает яркую картинку. Он же не понимает, что в ней нужно ему жить. Слушай, особенно вот эти вот зеленые-то салатовые. Вот я сейчас вам покажу. Так вот так вот и вот так вот. Вот как тут должен жить ребенок? Его фишка была сделать концептуально, сделать интересно. Но это же все-таки картинка, это А вот продажа. интересно лучше делать мебелью. Вот посмотри, какой классный комод. Нет, Ну я офигенный согласна, же комод. да. Кресло какое классное, какой классный светильник. Вот, ну, выглядит же очень стильно. Ну нахрена стены-то измазывать? Все, что я вам тут говорил, на самом деле это вот, ну, это я сейчас из пальцев высасывал то, что здесь есть. Стены, естественно, покрасить можно там в любой цвет. Для этого, пойдем, покажу, пойдем. Для этого у них есть несколько вариантов квартир. Вон тут даже они здоровую такую штуку. А, это планировка, да? То есть есть более, смотри, есть более спокойные цвета. Застройщики, они обычно так не заморачиваются вообще за свои шоурумы. Они у них обычно там какой-то самый дешманский из Леруа Мерлена ламинат и самые дешманские обои приклеивают, и все. И вот у тебя там красота. Здесь вы посмотрите, я сейчас покажу. Алюминиевые окна. А? Это вот что стоит только. Представляешь, их можно красить в любой цвет. Дальше. Откосы. Это не пластиковые откосы. Это МДФ откосы. Дорогие откосы. Плинтуса здесь. Вот, кстати, все спрашивают, как делать плинтуса в цвет пола или в цвет двери. Плинтуса нужно делать в цвет стены. Здесь все правильно. Это МДФ плинтус, крашеный. Дорогая штука. Это не фигня какая-то пластиковая. Смотри на потолок. Ага. Видишь, что он немножко такой кривенький. Они просто покрасили бетон. Эта квартира, она сдается прям сразу же после дома. Но дом имеет усадку, он постоянно садится, в ближайшие 3 года будет садиться и ходить.
трещины не избежать. Если будет гипсокартон, трещины точно повалятся. И из-за того, что потолок у нас вообще не опускался никак, вся проводка, она идет по наружке. Вот. И посмотри, они тоже заморочились, они сделали здесь красивые провода. А вот эти вот, например, молдинги потолочные, это же тоже не просто так. То есть у них не было возможности просто сделать внутреннюю проводку, и они сделали всю по наружке за вот этими молдингами потолочными. 1 сантиметр не довели до стены. Красавцы. То, что мы делаем у себя в проектах, любую поверхность, которая соприкасается на полу, на стене, где угодно, не доводить до угла. Так у нас появилась вот эта вот тень красивая, богатая очень. Какая здесь кухня. Я ее, конечно, обосрал, но сами по себе материалы-то здесь крутые. Здесь искусственный камень. Это очень качественный материал, супер стрессоустойчивый. Его поцарапаешь, если проблем нет, можно зашлифовать. Когда мы используем такую столешницу из искусственного камня, мы можем просто запаять его вообще не будет видно. Если будет это натуральный камень, дорогой материал, будет все стык здесь между ними. Пойдем еще покажу. У меня один из самых главных вопросов, которые мне пишут постоянно в личку, как стыковать правильно ламинат и плитку. Как его стыковать без вот этого порожка? Ответ у меня никак. Никак нельзя соединить ламинат и плитку без порожка. Ну нельзя. Чтобы соединить без порожка, кому вот не нравится порожек, просто используйте инженерную доску. Инженерную доску можно приклеить. И она приклеена, и он приклеен. Все приклеено, и никакой порожек не нужен. Иди-ка сюда. Смотри, вот здесь вот угол, например, как они сделали. Красавцы, это отдельное спасибо. Никаких уголков, ничего такого нет. Плитка запилена под 45. Вот просто запилили под 45, сделали. Красавцы, молодцы. Причем еще здесь плитка, как помните, Михаил Алексеевич завещал. Это ретификат, она обрезная. Молодцы. Вот прям вот. А посмотри на двери. Обычно от застройщика ставят какую-то вот реально хрень. Их просто сжечь жалко. Это говно, блин. Дольше выносить из квартиры. А здесь сразу нормальная, хорошая дверь. С хорошими наличниками. Вот эти вот все косячки, о которых я говорю, ребята уже записали, и в других квартирах этого всего не будет, будет с учетом моих поправок. То есть сейчас, конечно, сам шоурум переделать уже смысла нет, потому что это много затратно, и сейчас люди ходят. А в новых квартирах уже не будет никаких вот этих вот уголочков пластиковых. Будет нормально уложен ламинат. Будет нормально стоять полотенцесушитель вот здесь, который обогревает нормально всю комнату. Кухня будет уже нормальная, без этих вот косячков. То есть все, что я здесь замечал, они все это исправят, и в новых квартирах уже такого не будет. А вот эти все выключатели, это ж тебе не какая-нибудь там китайская херня за 30 рублей. Это дорогие выключатели, хорошие, красивые. Тут, блин, это реально денег стоит. Если смотреть по смете, то все это великолепие, вот ремонты без мебели, стоит около 3 миллионов рублей. Вот чтобы вы просто сами пошли и сделали. Эту квартиру, прям вот такую квартиру, 64 квадратных метра, можно купить, вот сейчас на момент съемки она стоит 9600. Ее можно с ремонтом купить за 10600. Ремонт, по сути, обходится за 1 миллион. Это просто, это какая-то невероятная сумма. За 1 миллион не сделать вообще ничего. А здесь будут МДФ плинтуса, хорошая кухня, здесь будет хорошая плитка. Здесь, все достаточно хорошее, и это всего лишь за 1 миллион. В общем, кому надо, ссылка в описании. Там же можно посмотреть, какие есть варианты отделок. И я надеюсь, что они тут еще добавят другой цвет стен. Вот я бы купил, если бы это было где-то в моем районе, я бы взял. В общем, я никому ничего не советую. Да, это мое личное мнение. Все косяки я рассказал, все плюсы я рассказал. За 1 миллион это просто шикарнейшее предложение. Ну все, всем пока, до новых встреч. Это квартирный вопрос без цензуры. Сколько мне заплатили, да? А мне, кстати, очень нравится ходить и обсирать шоурумы. Если вы застройщик, то, пожалуйста, приходите к Михаилу. Михаил легко обосрет ваш шоурум. А вообще, кстати, напишите мне в комментариях, полезно ли вам вот такой формат, когда я хожу к застройщикам и втыкаю чопиков в их шоурумы.